Всем привет! Обязательно досмотрите до конца. Привет! Давайте сегодня посмотрим, как с помощью самых свежих нейросетей делать контент, который просто разлетается по сети. По сути, это такой готовый сборник рецептов для тех, кто хочет быть в топе. Ну что, поехали? Сейчас вся эта сфера нейросетей — это, знаете, как настоящий дикий запад. Немного хаоса, да, но зато возможностей просто море. Это такая территория для креативщиков, где правила игры создаются вот прямо на наших глазах. И вот что самое главное. Смотрите, можно, конечно, просто повторять то, что уже стало популярным, а можно копнуть глубже и понять, как эти инструменты вообще работают. И вот это уже суперсила, которая пригодится везде, от соцсетей до большого кино. Так, давайте к делу. Тренд номер 1. Только представьте, животные ведут подкаст и обсуждают нас, людей, наши странности. Звучит забавно, правда? А ведь это свеже, с юмором, и такие ролики набирают миллионы просмотров. И сделать такое на самом деле не так уж и сложно. Весь процесс укладывается всего в 4 шага. Сейчас по каждому пройдемся. Итак, сценарий. Считайте, это 70% успеха. И вот тут есть один очень крутой лайфхак. Чтобы голос, скажем, обезьяны не менялся от одного куска видео к другому, нужно сразу четко задать ей характер. Например, саркастичная обезьяна. И все, нейросеть будет придерживаться этого образа. Голос станет стабильным, а персонаж узнаваемым. Дальше анимация. Чтобы картинка ожила, лучше всего взять Google View. Он просто отлично подгоняет движение губ под звук, получается очень реалистично. Но есть тут одна хитрость, которую надо знать. Дело в том, что Veo за раз генерирует ролики длиной всего 8 секунд, ну, или около того. Так что же делать? А все просто. Не нужно скармливать ему длинный монолог. Разбиваем диалог на коротенькие фразы, по одной на каждый 8-секундный кусочек, и тогда речь персонажей будет выглядеть максимально естественно. А вот как потом эти 8-секундные кусочки собрать в одно целое? Здесь нам поможет классический монтажный прием. Чтобы зритель не заметил склейки, мы просто меняем ракурс. Вот говорит один персонаж, показываем его крупным планом. Потом переключаемся на общий план. И все, видео получается гладким, бесшовным и смотрится гораздо динамичнее. Двигаемся дальше. Тренд номер 2. Путешествие во времени. Это очень сильная штука, которая бьет прямо в сердце. Идея в том, чтобы показать человека из сегодня рядом с самим собой из прошлого. Но тут часто возникает проблема. Старые фотки обычно не очень хорошего качества, размытые, и нейросеть просто не может сгенерировать точное лицо. Как быть? Решение очень элегантное. Мы не просим нейросеть сделать все и сразу. Сначала генерируем качественный, четкий, крупный план лица, а уже потом, используя эту новую картинку как образец, создаем кадр в полный рост. Все инструменты вы можете найти по ссылкам в описании. И вот что важно помнить. Узнаваемость, она в деталях. Иногда какая-то вещь, аксессуар важнее даже самого лица. Ну, самый яркий пример — с шапкой Ипполиты из «Иронии судьбы». Увидел эту шапку, и сразу понятно, кто это, даже если нейросеть немного напуталась с чертами лица. Окей, с картинкой разобрались. А как заставить персонажей двигаться? Для этого есть свой инструмент. Если нужна реалистичная ходьба, естественное движение, на сегодняшний день лучше всего с этим справляется нейросеть Kling. Анимации получаются очень плавными. Идем дальше. Тренд номер 3 — селфи со звездой. Это когда можно сделать суперубедительное фото или даже видео, где вы, например, стоите в обнимку с какой-нибудь знаменитостью на съемочной площадке. Как это делается? Начинаем со своей фотографии. И дальше нужен правильный промпт, то есть текстовый запрос. Он довольно простой, но важна его структура, чтобы нейросеть сразу поняла, чего от нее хотят. Но есть один супер важный момент. Одна фраза, которую надо обязательно добавить в промпт. Без нее нейросеть может так изменить ваше лицо, что вы сами себя не узнаете. Почему эта команда так важна? Все просто. Нейросеть не знает, как работают мимические мышцы именно вашего лица. У нее нет этих данных. И если ей не дать команду «ничего не трогать», она начнет фантазировать, улучшать выражение лица. И результат, скорее всего, будет совсем не похож на вас. Отлично. А теперь давайте подведем итог и соберем такой, знаете, джентльменский набор инструментов, который должен быть у каждого, кто работает с визуальным контентом сегодня. Вот посмотрите. У нас есть 4 ключевых инструмента.
Gemini Pro для крутых текстов и диалогов, Flux или Nanobana Pro для создания качественных картинок с нуля, Google Veo, чтобы оживлять лица и синхронизировать речь, и Kling для анимации сложных движений, вроде ходьбы. У каждого своя задача, и вместе они творят магию. И какой из всего этого вывод? А он простой. Даже если вы просто попробуете каждую из этих техник пару раз, вы уже получите мощнейший навык. Навык работы с нейросетями, который сейчас нужен практически везде, и спрос на него будет только расти. И вот о чем хочется подумать в конце. С такими инструментами то, на что раньше уходили недели работы целой команды, теперь можно сделать за вечер. То, что казалось фантастикой, теперь буквально в одном шаге, в одном промпте от нас. Интересно, какая творческая планка, которая сегодня кажется недостижимой, будет взята уже завтра? Не забудьте подписаться, поставить лайк и оставить отзыв.